Ascal Tiger 12. Вот такой вот смартфончик от Blackview. Новиночка, вы знаете, с достаточно ярким, прикольным экраном, неплохой камерой. Я прям удивился. На Mediatek Helio G99 это уже, знаете, такой себе зарекомендовавший хорошо себя процессор для бюджетных смартфонов. Именно бюджетных, с неплохими характеристиками, которые практически не греются. На нем даже можно поиграть с Antutu в 400 с мелочью тысяч баллов. И, знаете, с очень хорошей формулой памяти. 12 на 256, с которой можно еще добавить плюс 12, то есть будет из хранилища, то есть будет 24 на 256. Так что Ascal Tiger 12 на канале Технозон. Поехали. Вы его более детально увидите уже когда я буду его в руках показывать. Покажу вам саму собой его комплектность, то есть в такой коробочке, в желтенькой он поставляется, очень неплохая коробочка, все хорошо, но мы сейчас на сайте производителя. Я хочу показать, как они заявляются, а вот ссылки на продавцов проверенных, где вы можете узнать цену, потому что цена — это сюрприз, за столь достаточно неплохой смартфон, будут лежать в описании под видео, вот эти вот ссылочки. То есть идем туда, смотрим. Ну и, конечно же, подписавшись на канал и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши вот такие вот интересные обзоры. Существует он в трех цветах: черный, лазурь, как я его называю, не знаю, и розовый, pink gold. И тут вот начинаются самые интересные моменты. 120-герцовый экран. Очень неплохой экран. 6,78 дюймов, FHD+, практически нет рамок, почти нет рамок, только внизу есть. 64 мегапикселя камера, основная Samsung ISOCELL GV3, которую они наконец-то довели. Вот сейчас вот даже пару примеров фото, и вы поймете, что достаточно сбалансированные цвета, контраст и яркость. И мне, честно вам скажу, очень понравилось. 13-мегапиксельная фронталочка, это тоже Samsung ISOCELL 3L6. Mediatek Helio G99 6-нанометровый до 2,2. И это все подкрепляется еще 5000 на 5000 мАh батареи, потому что на 6 нанометрах плюс 5000 мАh батарея. И вы можете этим смартфоном пользоваться действительно долго. И можете заряжать его быстро, потому что она поддерживает быструю зарядочку на 33 Вт. Само собой есть NFC для расчетов. 3 слота, то трехслотный вот этот вот у нас держатель для 2 сим-карт и одной TF-карты, для того, чтобы можно было расширять. Это все классно. Теперь док-ос, и поехали дальше по основным характеристикам. Здесь у нас хранилище UFS 2.2. Это очень быстрое хранилище. Это уже не MMC древний. Дальше у нас максимальная поддержка карты памяти 1 терабайт. Да. Ну, мы про карты уже говорили, вернее, мы говорили уже про камеры. Есть поддержка GPS, Baidu, GLONASS и Galileo. 5 гигагерцовый модуль, и вот здесь у нас написано там некоторые спецификации VCDMA и FDD. Я вам честно скажу, агрегации 4G здесь нет. Вы должны понимать, размеры у нас здесь написаны. Ссылочка на официальный сайт лежит в описании под видео со всеми этими делами, где вы можете это все дело прочитать. Из своих, скажем так, моментов того, как я его использовал, именно мои впечатления, то на этом смартфоне очень приятно играть, очень приятно смотреть. Вот мне, знаете, чего не хватило? Мне не хватило стереозвука. Вот чего не хватило, того не хватило. Я так надеялся, что будет стереозвук, но уж есть как есть. Не будем мы делать из этого трагедию, хотя звук достаточно громкий и басовитый. Тут я не буду преувеличивать. Поиграем кое-какие игрушки. Конечно же, ссылки на все фотографии, которые я им делал, лежат в описании под видео. Можете перейти и сами потестировать. Специально для вас я это сделал. Переходим и потом делаем выводы. Вот как он выглядит. Кстати, сразу хочу проверить датчик отпечатков пальцев, который срабатывает практически мгновенно. Это очень хорошо. Интерфейс очень плавный благодаря 120-герцовому экрану. И сам по себе телефон очень даже красивый, потому что я хотел его еще рассмотреть вблизи. Смотрите, у нас есть... Отдай мне, пожалуйста, скрепку. У нас есть сам по себе телефон с очень интересным дизайном. У нас есть, видите, блок камер, где у нас 2 камеры. Плюс у нас есть вот вспышечка 64 мегапикселя, как они заявляются. Сзади достаточно интересный такой он по материалу, пластик, при этом такой с переливом, очень красивый, смотрите. Все суперово. Дактилоскопический сканер встроен в кнопку. Снизу у нас есть выход 3.5, что не свойственно для текущих смартфонов. Есть микрофонный вход,
USB, есть динамик и сверху у нас есть разъем для карточек. Хотел его конкретно посмотреть. Так. У нас здесь есть возможность установки одновременной 2 сим-карт и одной microSD карты. Это плюс, огромный плюс. Сам по себе экран, рамок практически нет. Снизу тут есть какая-то, вообще очень-очень тонкие рамки. Экран достаточно яркий. Кстати, смотрите, экран действительно очень яркий. То есть, если я ставлю максимальную яркость, у нас засвет идет. Просто-напросто засвет, экран в пересвете, и приходится, есть датчик автоматической яркости. Я ставлю где-то серединку, для того, чтобы вы нормально видели, чуть выше серединки, потому что в другом варианте будет очень-очень сильно засвечивать. Огромное спасибо им за такой модельный чехол, потому что чехольчик действительно хорош. Здесь у нас, видите, здесь стекло, и для того, чтобы оно не разбилось, чехол, он идет в комплекте, он закрывает полностью у нас этот модуль стеклянный, очень даже удобно. По комплектации. Вот в такой коробке поставляется, есть скрепка, я просто этим уже пользовался для тестов. Есть, знаете, что они положили? Они положили стеклышко. То есть это Z плюс. Есть стеклышко в комплекте, модельное стеклышко. Само собой тут какие-то инструкции, скрепочки. Меня интересует зарядничек. Зарядничек на Type-C, такой на 30 Вт. Это даже на 33, у нас максимально 33 Вт. Есть Type-C кабель, Type-C на Type-C, и больше ничего нет. В принципе, быстрая зарядка — это уже плюс, который есть в этом смартфоне. Сама по себе коробочка ничего примечательного нам не приносит. Вернемся к нашему смартфону и начнем обзор самого по себе смартфона. Хочу показать некоторые моменты. 5 ГГц, конечно же, есть и подключилась без проблем. Адаптивная яркость. И тут смотрите, оптимизация цветовой. Так, это все нас мало волнует. Плавный экран. 120 Гц. У меня сейчас стоит смарт режим. Мы можем поставить высокий, когда будет 120 Гц, и 60. 90 Гц опции нет. Слушайте, реально очень яркий экран в пересвете постоянно. Посмотрим на характеристики Vaida 64. Система у нас Ascal Tiger 12. У нас MT6789. Одна из самых удачных платформ для ультрабюджетных смартфонов, как я их называю, на МТК. Bluetooth 5.2. Также у нас центральный процессор, это MediaTek Helio G99, 6 ядер Cortex A55 и 2 ядра Cortex A76 по 2,2 ГГц, 55 ядра по 2 ГГц. Здесь 6-нанометровый процессор, 64-битная архитектура. За видеоускорение у нас отвечает Mali G57 MC2 120 герцовый. Видите, экранчик у нас частота обновления. Да, это не самый быстрый видеоускоритель. Это такой себе середнячок, но поиграть вы на нем сможете. Доступа к температуре, конечно же, у МТК мы не найдем. Android у нас из коробочки стоит 13-й тирамису. По батарее 5000 мАh. Пожалуйста, хорошая себе батарея. По батарее могу сказать сразу. Если с играми мне хватало на полный рабочий день, я играл в PUBG, люблю иногда в него играть. Если вы не играете, то на 2 дня хватает именно день. Это то, что я при среднем каком-то режиме работы, где сутки и на день световой, мне хватало. Теперь по мощности. Тест Antutu показывает 413 470 баллов. Чтобы вы понимали, при такой мощности даже такие игры, как, например, Genshin Impact, они будут работать. Мы его не загружали, но мы вам покажем, допустим, PUBG, Call of Duty. Это то, что распространено среди моих подписчиков. Как-то уж сложилось, что мужское население не сильно в Genshin играет. По результатам тестирования в 3D Mark, само собой, устаревшие тесты iStorm набрали максимумы. Slingshot 3519, Slingshot Extreme 2590, очень даже неплохо. По Wild Extreme на Вулкане у нас 1247 Wildlife и Extreme у нас на Вулкане 347. Тоже очень даже неплохие результаты для такого бюджетного смартфона. Конечно же, проводим тротлинг-тест даже без доступа к температуре, для того, чтобы видеть, есть ли у нас просадка по тактам и по частотам в зависимости от нагрева. Стартуем.
Ну, в принципе, я не ожидал ничего другого. Падения тактов особо нет, усталости процессора тоже я не обнаружил, хотя оно пишет тротлило до 92%, но это всего лишь вот у нас пиковые значения. То есть у нас, если бы оно по-настоящему тротлило до 92, у нас бы график ушел бы вниз. То есть здесь на данном этапе проблем у нас с тротлингом нет. Пробуем, конечно же, Wi-Fi. 5 ГГц Wi-Fi у нас показывает ни много ни мало, 200, 300 мегабит для G99 проца, очень даже неплохо. А ну-ка, Лен, дай мне скрепочку, пожалуйста. Это на загрузку у нас 280, 320, 334 на выгрузку. Сейчас проверим, есть ли хоть какая-то агрегация. Для этого будем использовать 4G карту. Закончим, пока я достаю карточки, закончим тесты 2,4 ГГц. Знаете, смартфон получился, то есть, что они сделали? Наконец-то вот эти вот кирпичи, которые были там, то есть Blackview, они начали работать над тем, чтобы выпускать гражданские смартфоны. Ну, это середнячковые показатели для 2,4, не самые лучшие, я вам скажу, далеко не самые лучшие, но далеко и не самые худшие. То есть я видел намного хуже. Пока он тестирует, мы снимем чехол и откроем лоточек для карточки. Да, 44 на 40 это вполне себе такой среднячковый показатель. 44 на мелочь какую-то. Вставляем карточку. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Если будет 4G+, вообще будет отлично. Так, Wi-Fi приглушим. Смотрите, какой он вообще плавный, слушайте. Смотрите, какой он плавный, реально же просто плавный. Так, 4G у нас включилась, без плюса, агрегации нет, но это тоже такое себе дело. Но я, конечно, покажу, как он работает внутри помещения, хотя внутри помещения это, конечно, абсолютно не то. То есть в моем случае вот этот вот вариант 12 мегабит 13, я в центре самом города, и там для меня 12 мегабит здесь внутри моего помещения бронированного, это просто какое-то чудо. В среднем мой Xiaomi с агрегацией здесь 20-25 показывает. Это чтобы вы понимали, вот как работает 4G в Украине сейчас в некоторых моментах. Хотя, наверное, в центре больших городов у нас совсем другие показатели. Но здесь есть как есть. 4G работает, слава богу, хоть так. И тут далеко не от смартфона это все дело зависит. По мультимедийным возможностям я на нем смотрел ютубчик. Здесь мы сейчас с вами оценим и звук одновременно, и качество воспроизведения ютуба. Включим Wi-Fi. Вот, пожалуйста, моя дикая река, которую я показываю, много раз показывал на каждых тестах. Выберем качество 2К, он способен декодировать. Ну-ка. Сейчас он переключит качество. О! Слушайте, ну, проигрывает, отлично проигрывает, при этом звук моно, говорю сразу, но звук очень приятный. Вообще отлично, слушайте. А чистый звук, чистый и достаточно басистый. Я дело в том, что этот ролик делал сам. А ну, сейчас мы посмотрим, сейчас мы выберем другой ролик, там, где есть у нас музычка такая, более... А ну, слушайте. Это тоже мой ролик, кстати. Да ну не, приятный звук, вообще приятный. Плохо, что не стерео, но звук очень-очень классный. Это, кстати, в Украине вот такое вот соленое озеро есть. Так, по ютубчику все понятно. В принципе, что мы здесь еще можем? Мы можем, конечно же, посмотреть там какой-нибудь Свит ТВ, мы можем посмотреть Мегуго без особого труда. Вот, пожалуйста, у нас сейчас IPTV-шечка. И работает. Слушайте, звук прикольный. Вот мне нравится звук. Класс. Слушайте, и все это тоже он переключается, HD-каналы. Вы можете его использовать для мультимедиа очень даже запросто. По камере. Перед тем, как перейдем к игровым возможностям, по камере у нас есть возможность снимать в HDR. У нас есть Google объектив, ну это стандартные какие-то плюшки. Из настроек размер фото до 16 мегапикселей обыкновенная камера. Ну, знаете, как берут 16 и отдельно ставят 64 мегапикселя. Ну, например, мы можем с вами вот так вот щелкнуть скрепку, потом приблизить
ее и посмотреть на детализацию. Кстати, 64 мегапикселя здесь честные. Фотки я скачивал, оригиналы фоток, я повторюсь, они лежат под видео, можете посмотреть. Вот они, пожалуйста, 64,4 мегапикселя, 6944 на 9280. Из того, что мы снимали и фотографировали, мы это делали специально в пасмурную погоду, потому что, честно говорю, снимать в какую-то солнечную погоду могут все телефоны приблизительно одинаково. Это телефон не для... Кстати, звук записывает неплохо. Вот специально снимали, вот, видите, смотрите, какие фотки. Вот мне нравится, как они сделали вот этот вот Samsung. Достаточно хорошие насыщенные цвета. Для меня вот было открытие. То, что действительно что-то Blackview сделал в плане доработки камеры. То есть это хорошие детализированные фотки. Можете пойти посмотреть на оригиналы. Блин, я постоянно выхожу. Можете пойти посмотреть на оригиналы этих фотографий. Собакин какой. Вот видео у нас есть. Мне понравилось. Камера действительно понравилась. Из того, что у нас здесь есть ночной вид. Видео позволяет снимать 2К 30 Гц максимально. Видите? Вот есть у нас поддержка H265 кодека для эффективного хранения ваших, скажем так, видео. Есть цифровая стабилизация. Конечно же, есть просто фото, есть красота, ух ты, и есть фронталочка. Фронталочка я себе сейчас сфотографирую, для того, чтобы вы тоже понимали, насколько это работает хорошо, либо плохо. У нас здесь, к сожалению, нет макрокамеры. Но и цена-то этого смартфона далеко не там 300-1000 долларов, да, где нужна там какая-то хорошая камера, тем более здесь нет телеобъектива, само собой. Из игр я играл в PUBG, я играл в Standoff, я играл в танчики, и все у меня работало без каких-либо вообще вопросов и проблем. Ну что, мы с вами в PUBG. Максимально, что он нам дает выставить, сейчас мы включим, ой, сильно громко, слушайте, громкий. Максимально, что он нам дает выставить, это высоко графика, максимальная нельзя, и высокую частоту кадров. То есть он видит наши 120 Гц и очень-очень плавно можно играть. Я практически не чувствую этого телефона нагрев. То есть где бы я ни держал, есть потепление в этой части. Обычно здесь находится у нас блок процессора и памяти. То есть вообще ничего я не ощущаю. Сейчас посмотрим, поиграем, чуть-чуть потестируем. Летим. Приятный смартфон, очень приятный. Для меня вот за такие деньги это прям открытие. Давай. Сейчас прыганем куда-нибудь. Ну. Давай, прыгаем. Полетели. Смотрите, мы сейчас вот прыгаем с парашютом. Обычно тут вот этот вот туман, какая-то детализация заставляют нервничать даже некоторые такие достаточно интересные смартфоны за эти же деньги. Здесь у нас пока что без эксцессов. Туманчик прошли, приземление на общем плане тоже, скажем так. Давай, побежали. Сейчас главное пострелять. Пленка та, что на экране, надо менять на стекло однозначно. Ой-ой-ой, тихо, я нажал не на ту кнопку. Я всегда играю в PUBG на смартфоне, всегда переназначаю кнопку. Но здесь нет. Я обычно ее ставлю здесь, а здесь управляю видом. А что, сюда никто не приземлился? Я думал, мы сейчас тут помочимся. Я пришел на нормальную перестрелку. Кто смотрел этот фильм? Кто напишет в комментах, что это за фильм? Блин, да слушайте, вообще прикольно. Я вообще не чувствую нагрев. То есть тепло под рукой, но это не то, что там не нагрев. Ну. Вообще мягенько, а? Приятно. Он работает на высокой частоте, достаточно громко. Неудобно, что вот, был бы стереодинамик, было бы, конечно, лучше. Но, опять же, рассчитывать на то, что здесь будет стерео, мы понимаем. Играть надо в наушниках в такие игры. Где хоть кто-нибудь? Люди, выходите, мне надо вас застрелить. Короче, ребят. Играть можно, не знаю, не хочу как-то
А ну, подождите. Сесть, ну, в эту нельзя сесть в машину, понятно. Жалко. Жалко, что мы не напоролись ни на кого. Но тоже такое дело. Голая девушка в лесу напорится на кого-то. Это может закончиться абсолютно неожиданными какими-то эксцессами. Ах ты ж, твою ж налево. Где ты там? А ну иди сюда. А вот он ты, да, дружочек? Ага, понятно. Не вижу его. Куда он стреляет? Из-за дерева? Да, все понятно, короче. А, вот он. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Блин! Дебилизм. А где ты, собака бешеная? Есть! Я его зарезал. Ну что, дострелялся ты? Стрелок. Фу! Ну, бяра. Короче, мы лучшая команда. Команда Технозон лучшая. Все, мы победили. Что у нас там есть? Все есть, короче. Мы такие затарились. Все красиво, все красиво. Все, мы молодцы. Нифига себе он там нагребся. То ж надо так по-нубски иметь такую снарягу и, короче, так слиться. Хорошо, давайте в код. Код Mobile тоже, смотрите, очень-очень плавная графика. Очень. Прям вот мне нравится. Так, разминка сейчас. Смотрите, плавность. Играть в код Mobile тут не то, что можно, а еще и нужно. Куда я побежал? Ну, иди сюда. Куда ты побежал? Куда ты побежал? Иди сюда. Начинается. Иди сюда. Разминка очень хороша для проверки. Иди сюда. Иди сюда. Смотрите, как плавно все работает. Опять же, по нагреву. Нагрева практически нет. Нагрев, вот не нагрев, а ощущение тепла есть в этом месте, но это даже не тепло. Это такое еле-еле где-то на грани. Где-то на грани. Смотрите, какая плавность. Вообще суперово. Яркость. Яркость плюс. Плавность плюс. 120 Гц плюс. Звук громкий. Моно. Это минус, конечно, но очень яркий экран с хорошими характеристиками. Так, давайте, поехали. Приятный, практически без нагрева, с более-менее нормальными показателями AnTuTu, 400 с мелочью 1000, это очень даже неплохо. И с хорошими, скажем так, показателями памяти. Мы, кстати, сейчас еще с вами пойдем посмотрим. Да не, на нем можно спокойно играть. На этом смартфоне, не боясь, что что-то вы там сделаете, не сделаете. В отличие от Фрионда, который я тестировал тут недавно, М6, он у меня просто сдох после того, как я на нем играл. Он просто сдох. Здравствуйте, здравствуйте. Все здравствуйте. Да что ж вас так много, а? Где? Здравствуйте. Ой-ой-ой. Ну все, я выиграл. Да, по поводу памяти, смотрите, если пойти в настроечки, то у нас здесь, сейчас покажу, вот хранилище, это версия на 256. Если пойти о телефоне, то вот у нас 32 из 256, и у нас есть 12 гигабайт, из которых можно сделать еще плюс 12. И у нас по сути будет 24 гигабайта RAM, и вот ROM у нас будет 256, короче. Так что очень даже неплохо. 8 ядер, 5000 мА, 1080 на 2460. Все, хорошо. Выходим, резюмируем. В принципе, неплохой смартфон получился. Ну что после тестов могу сказать, что за эту цену, в принципе, очень даже неплохой смартфон. Конечно, есть варианты получше, о которых вы напишите сейчас в комментариях, я буду очень вам благодарен. А в целом, мне понравилось. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.